Всем привет! Друзья, сегодня я останусь за кадром и попробую показать вам сад своими глазами. Начинают расцветать лилейники. Здесь теневая зона сада, брунерочка растет, базилик. И вот мой элеагнус, не могу понять, то ли солнца ему многовато, все равно. Вот стрессуют у него листики. Периодически делаю ему обработки фитоспорином. Ну, посмотрим, как он будет дальше себя вести. Очень вообще интересное растение. Здесь цветет лилейник. Лилейников в саду много. Они, в принципе, особого ухода не получают, но растут, прекрасно себя чувствуют. Очень люблю хосты. Здесь в углу у меня растет канна. Хотела поставить такую вертикаль. Клародендрум бунги сюда посадила. Красивое очень растение. Здесь он получает достаточно света, но свет рассеянный, прямых солнечных лучей, около, наверное, часа в день. Будем ждать его цветения. Здесь тоже у меня растет хоста. Красивые такие большие листья. А вот перед вами криптомерия, японская криптомерия крестата. Это ее молодые приросты. Хорошо себя чувствует, растет в тени. У моих подруг, у одной и второй пригорели крестаты, они росли на солнышке. Напишите, кто выращивает криптомерии, как лето переносят ваши криптомерии, как они себя чувствуют, мне очень интересно. И вот просто прекрасное растение. Это аукуба. У меня она растет в тени. Прямого солнца она не получает, но, как видите, в принципе, вариегатность у нее довольно яркая и нормально проявляется, даже несмотря на такое затенение. Растение прекрасно прирастает. Очень красивые листья. Помните, я вам рассказывала, что моя аукуба цвела? Так вот, сбросила она полностью все свое цветение. Видимо, все-таки нужен опылитель. А вот акант прекрасно укоренился, очень красивый цвет листа и выгнал уже 2 молодых листика. Прекрасно себя чувствует в теневой зоне. Вот моя гехирочка. И вот так прекрасно выглядит и чувствует себя падуб. Очень хорошие у него приросты. Вот, в принципе, смотрите, почка и вот такой прирост, можно сказать, с ладошку. Тоже растет он у меня в теневой зоне, но ему хватает света, вариегатность довольно яркая. А вот перед вами криптомерия глобоза нана. Это карликовая криптомерия. Вот так интересно смотрятся ее молодые приросты. Вот так прямо они очень такие тугие, все направлены вниз. По приросту можно сказать, что это действительно карликовая криптомерия, потому что вот смотрите, какой маленький у нее прирост. Красивая криптомерия, тоже растет в тени, поэтому жару прекрасно переносит. А вот здесь я посадила канну, я вам уже показывала, и думала, что в тени она будет плохо развиваться. Но она великолепно себя чувствует. Смотрите, какой большой лист. Очень хорошо подрастает. Хотела прикрыть ножки розе, сделать такой красивый зеленый акцент в этой зоне. Рядом с моим красивым японским кленом. Клен
Шерасаванум ауреум. И вот я вам уже показывала, как здесь растет гехера. И какое получилось интересное сочетание, такой переход. Вот сейчас гехера, и вот раз уже начинается веточка японского клена. Клен чувствует себя довольно неплохо. Спеют у него крылатки. Листик стал немножечко зеленее. Делаю постоянные обработки. Я знаю, что этот клен, в принципе, любят и вредители, и болезни не обходят его стороной, поэтому постоянно на контроле. Чувствует себя хорошо. И здесь над ним тоже цветет у меня лилия. Красивая лилия. Душистая. А вот перед вами криптомерия японская Сирама. Информации по этой криптомерии я вам уже рассказывала, я не нашла в принципе. Но прирост у нее несколько больше, чем у глобоза нано. Вот такие яркие, салатового цвета. Красивая, формирует свои чешуйки, я называю их кораллы. Красавица криптомерия. Интересно, какого размера все-таки будет исходное взрослое растение. А вот я сажала каллу в сочетании с медуницей. Мне нравится такой контраст. Вот она выгоняет еще один бутончик. К сожалению, не черная, но все равно неплохо. Здесь еще один лилейник расцвел. Начинают цвести флоксы. Это мой барбарис. Бонсайчик уже не такой растрепанный, я его подстригла. Моя партерная восточная зона сада. А вот я вам уже показывала свою канну, которая растет у меня в горшочке. Очень красивая, смотрите, у нее ярко-розовый ствол, она набрала цвета и выгнала уже бутон, соцветие. Вот такая вишенка на торте. Настолько красивые листья, что даже если бы это растение не цвело, оно бы было прекрасно. Вот очень интересно, как же она все-таки расцветет. А сейчас перед вами мой японский клен, второй, который без сорта. Я его покупала как микс. У него листья сейчас зеленые, а молодые так и продолжают оставаться розового цвета. Барбарис на штамбе в этом году омолаживала и кардинально обрезала. Вот он выгнал много молодых веточек. Продолжает цвести гвоздика, которую я сажала ранней весной. Забыла удалить соцветие, иногда не успеваю. Красивая, продолжает выгонять новые бутоны, цветет. А здесь в контейнере растет базилик с такой красивой голубой петунией. Базилик уже 2 раза прищипывала, но его это, видимо, не сдерживает и не останавливает. Прекрасно себя чувствует, очень люблю запах. Вот здесь тоже моя теневая папоротниковая зона, в которой прекрасно себя чувствует хвосточка. Такие большие листья красивые. В этом году
очень много маленьких белых улиток, которые мне подъедают практически везде листья, везде дырочки. Никак не могу от них избавиться. А вот моя прекрасная японская камелия. Мне задавали вопрос, какой сорт. Это сорт Миссис Тингли. Она заложила очень много бутонов, значит, видимо, все-таки я все сделала правильно. Очень переживаю, как мы будем зимовать. Будем укрывать. Красивое, очень красивое растение, красивый лист. Очень хочется сохранить ее цветочные почки, чтобы весной насладиться ее цветением. Вот перед вами болотный гибискус травянистый, красный, очень крупный цветок, заложил бутончики, очень красивый такой яркий акцент среди зеленых растений. А вот посмотрите, какое контрастное сочетание, как интересно смотрится лилия и купена. Моя магнолия Суланджа рустика рубра. Прекрасные приросты, она в этом году очень активно растет. Растет 4-й год в саду. И первый раз она так много прирастает. Красивая, вот ветром тоже ее немножечко порвала об розы. Доцветает жимолость каприфоль. А вот японские азалии. Вот так сейчас себя чувствует азалия розели. Прекрасно выглядит. И вот японская азалия панда. Все отцветшие соцветия я удалила, чтобы она закладывала новые почки, чтобы больше было новых веточек. Обязательно нужно выщипывать. Здесь у меня растут папоротники. Несмотря на то, что эта зона до часу дня, иногда даже, ошибаюсь, наверное, до 2, на полном солнце, папоротники чувствуют себя хорошо и не подгорают. Здесь у меня растет вереск. Вереск прекрасно себя чувствует, прекрасно прирастает. Вот такие большие приросты у него. Думала, будет ему слишком жарко, но нет, нормально. Подгорает только немножечко мой туполистный кипарисовик Teddy Bear. Вот эти маленькие коричневые сегменты, это именно от солнышка. Жарковато ему в этой зоне. Но пока не убираю, посмотрю. А вот мой самшитик на штамбе. В этой зоне у меня стоит такая грушечка. Дети не дают убрать ни птичку, ни девочку. Такой компромисс. Вот моя японская криптомерия Расон чувствует себя хорошо. Здесь я вам уже показывала свой клематис, который у меня в этом году заболел ВИЛ. Заболевание увядания клематиса. Вот так вот он растет сейчас. И здесь я посадила 2 зернышка ипомеи разных сортов. Смотрите, какой шикарный лист. И вот для контраста вот такого сорта еще. Очень люблю, когда интересные разные листья. А розовая лилия уже практически отцвела. Ну и не без огорчений, видимо, все-таки потеряю я свой секвойя-дендрон. Что-то он совсем плохо выглядит, и никакие ему не помогают
все, что я не делаю, он не реагирует. Видимо, все-таки взяла вымерший. Вот каждый год говорю, не буду брать ранней весной растения. Надо ждать, смотреть. Вот перед вами моя прекрасная лещина Red Majestic. Вот листик уже у нее начал зеленеть. Но все равно лист такой красивый. Вот она растет в притенении, и лист совершенно не подгорает. Поэтому смотрится довольно эффектно. Молодые листики такие красно-коричневые, красивые. Они как гофрированные, такие даже немножечко, можно сказать, волнистые листья. Не только веточка крутится, но и сам лист. Красивое растение и летом, и весной, и зимой видно его красивый такой волнистый каркас. Люблю ее очень. А вот рассказывала и показывала вам бутоны на белой лилии. Это очень ароматная лилия, огромнейшие просто цветы. Сад наполнен сейчас таким ароматом. Она сильно пахнет вечером, ночью, днем не так, более сдержанно. Красивый сорт, очень высокая, выше метра точно. Вот такая у меня зона здесь. Вот такие прекрасные лилии перед вами. Опять камни. И опять все изъеденные. Вот в этом году вот эта мелкая улитка белая, я не знаю, что с ней делать. Мне кажется, раньше не было такого ее количества. Сыплю гроза 3, ну что-то она или умная очень, не ест. Не знаю, как ее извести. Глаука глобоза красавица. И вот так прекрасно выглядит колиус, который я весной ранней посадила, прищепнула его. И вот он такой яркий. Красивое растение. Здесь тоже с обеда он в притенении, прекрасно себя чувствует. Я думаю, он где-то до 2 часов на полном солнце. Продолжает цвести глициния. Летние соцветия маленькие, они совершенно меньше весенних, но все равно вот они такие интересные, симпатичные, добавляют цвета. И вот у нее в ножках расцветает флокс и лилия розовая. Флоксы у меня такое воспоминание, растение воспоминания. Особенной красоты, конечно, в нем не вижу, но их очень любила моя бабушка, и я не могу их не выращивать. Это просто какая-то, видимо, память о ней. Набирают обороты гибискусы. Это белый. У меня разные гибискусы, разные сорта болотного гибискуса и сирийского. Вот уже сколько бутонов. Сегодня утром встала, смотрю, все мои гибискусы просто склонились так от солнца. Такая, видимо, жара. Хотя земля была, в принципе, влажная, дождь шел. Но им этого недостаточно. Вот так выглядит коликант. Я очень переживала вообще, что он остановился в росте, в развитии. Но вот молодая веточка. Вот так, в принципе, каждый побег потихоньку набирает оборот, укореняется. Сзади цветет лилейник, самый обычный, но очень яркий, высокий. Я его посадила, так замаскировала, но цветение все равно видно. Эта хосточка тоже вся подъеденная. Вот что град, что улитки. А вот такая красавица вам показывала уже моя живучка. Продолжает цвести пижма. Уже соцветие. Видите, какого большого размера. Красавица здесь канна.
А вот перед вами бузина. Ой, прошу прощения, опять бирючина ауреа. Невероятно яркое растение. Не обирают уже соцветия гортензии метельчатые. Цветут георгины. Туя саграда. И опять массив цветения Вероники. И начинает цвести хризантема. Скумпия просто красавица, тоже большие очень приросты. Прекрасно себя чувствует. Показываю вам еще раз, как продолжает развиваться лагерстремия. Очень красивое само по себе растение. И лист красивый, и ствол красивый. Карликовая моя лагерстремия. Начинает распускаться лиатрис. Вербейник цветет, шалфей. Шалфей подстригла, и вот у него уже новый прирост. Это зеленый шалфей, тоже быстро очень растет. Еще одна канна. А вот я вам в прошлом ролике показывала, посадила банан. Он невероятно быстро растет, уже второй лист вот выгнал полностью. Я думаю, сейчас он очень быстро сформируется. Вот так я вижу сад свой каждый день. Прогуливаюсь, наслаждаюсь. Сейчас так хорошо, ветерок в саду. Ой, видите, опять улитки эти были здесь. Просто, конечно, огорчение. Гиптокодиум. Я думаю, скоро распустится уже. Цветоносы такие у него, явно выраженные. Вот у него в ножках цветет монарда. А здесь я боялась, что он у меня будет пригорать, и подсадила к нему клещевину. Здесь малина. Видите, какой ветерок. Кактус отцвел. И вот завязывает свои плоды. Видите, вот такие у него семенные коробочки. Они будут вызревать и потом станут ярко-ярко-красного цвета.
Кипарис аризонский прекрасно себя чувствует. Переживала много дождей. Это не очень растение, которое не очень любит влагу. Но великолепно себя чувствует. Вот у него какие замечательные приросты. Посмотрим, сколько будет у него шишечек в этом году. Вот какой шикарный куст пенисетум. И вот продолжает цвести скумпия. Скумпия янг леди. Вы посмотрите, как долго длится ее вот это цветение. Это после. Цветочек у нее очень невзрачный. И как долго потом вот такие прекрасные метелки. Невероятно красиво. Это просто дерево облака. Но такое воздушное, такое красивое, такое совершенно неприхотливое. И вот снимаю я вам специально днем, чтобы вы увидели красоту ленкоранской акации. Часто снимаю вечером, потому что жарко. И она быстренько ложится спать. Складывает свои веточки. Вот это дерево из семечки выросло. У меня ленкоранская акация, видимо, мое дерево. У меня они всходят просто во всех частях сада. Я уже, наверное, весь город снабдила ленкоранскими акациями. Летят ко мне семена. И постоянно всходят. Каждый год, наверное, около 10 новых деревьев я раздаю друзьям. Вот такой красивый лилейничек. Березка Тростдворф. Ей уже так хорошо, она в легком притенении от ленкоранской акации. Она наконец-таки начинает свою теневую функцию нести с такой красивой ажурной тенью. Вот у меня уже моя любимая зона отдыха в саду притенена. А вот, друзья, смотрите, как красиво цветет физостегия. Набирает прямо обороты, огромнейшее просто цветение, столько новых соцветий. И расцвела эхинацея. Что-то было на сорте связано с бабочками, я помню. Очень много тоже бутончиков. В прошлом году купила, посадила маленькую такую розеточку. Маленький был горшочек, и она очень хорошо себя чувствует. Ой, вот здесь сорняк уже увидела. Боже, постоянные сорняки. Как они нас изводят. И здесь у меня карликовый мискантес. Видите, какой красавчик. Тоже посадила его не так давно. Он еще не успел нарастить розеточку. И вот красавец, просто любовь моя, горец, красный дракон. Очень красивая расцветка листьев. Тут совершенно не нужно цветения, достаточно только листа такого красивого. А вот за ним моя фатиния. Вот здесь я посадила в этом году луковички. Может быть, неправильно поставлю ударение. Первый год выращиваю крокосмия или крокосмея красного цвета. Будут красивые такие цветочки. И вот борщелистный клематис. Уже выгнал соцветие. Скоро покажу вам, как он цветет. А вот красавец нутканский кипарисовик. Какой он красивый. Смотрите, какие у него веточки. Вот он весь с приростами. Очень активно прирастает. Очень красивый кипарисовик. Наверное, один из самых красивых, я думаю, в мире кипарисовиков.
А вот для любителей кан и тропиков показываю невероятно удачный сорт. Очень крупный лист, огромная просто канна. И так жалко, опять вся поеденная. Ой. Вчера подруге даже картинку присылала. Первый, наверное, год в саду. Ой, улиточка, ой, одуванчик. Третий год. Сорвать, вырвать, всех потравить. Ой, первый год гусеничка ест цветочек. Инсектицидом на нее. Вот так вот примерно и происходит в саду. А вот очень красивая, огромная клещевина. Вот она цветет. Красавица. В моем тропическом саду такие огромные красивые листья. И вот канны. И вот тоже будет цвести вот эта красавица с желтым листом, с желтой вариегатностью. И тоже у нее, кстати, розовый ствол. И вот начинает формироваться ее бутон. Продолжают цвести цинии. И вот уже выгнал бутончики сирийский гибискус Дюк де Брабант. Молодцы, притеняют мой бук. А вот показываю вам действительно радость. Клематис все-таки тайга. Меня, наверное, сейчас многие понимают, когда покупаешь без цветка и думаешь, ну хоть бы не пересорт, а? И вот его совершенно первые цветочки, пока еще небольшие, но это счастье, что это все-таки тот самый клематис. И вот как красиво смотрится ипомея. Уже высокая, ой, она уже до самого верха доплелась. Все, скоро будет большой массив. Она тоже выгнала бутоны, жду ее цветения. Очень интересно. Вот мой красавец бук. Нормально себя чувствует, друзья. Я переживала, но вот в этом году, мне кажется, все-таки мне легче с ним. Благодаря этой шпалере, благодаря тому, что ленкоранская акация набирает обороты. Красивое очень дерево, но листик пока не очень крупный. Но очень красивый. Яркий такой, акцентный. Красавец. А вот показывала вам свою плошку. И вот так расцвело молодило. Я, если честно, сама первый раз в жизни вижу вот такое цветение. Очень красиво. Невероятно красивый цветочек. Бесподобный. Как говорят мои дети, зона отдыха садовых фей. Ну, кто-то же должен помогать за садом ухаживать. Друзья, как только начинаю вам снимать видео, обязательно кто-нибудь из соседей начинает косить траву. Поэтому буду с вами прощаться и в следующей части сниму вам остальную часть сада. До встречи в саду!